Здравствуйте, друзья! Канал Мастерс of Body приветствует вас снова. И сегодня мы поговорим о дельтовидных мышцах, о связках, о красоте и проработке. Сегодня, дорогие наши товарищи, друзья и зрители, мы хотим продемонстрировать вам несколько связок, которые могут дополнить вашу тренировку дельтовидных мышц, как любая из этих связок. И также можно использовать все их как полностью отдельно взятую тренировку на плечи. Это уже на ваше усмотрение. Мы объясним вам нюансы каждой из связок, в чем их фишка, в чем их преимущество. И также покажем вам эти упражнения, объясним количество, порядок выполнения. Надеемся, вам это будет полезно. Итак, друзья, первая связка будет состоять у нас из двух упражнений. И первое — это старт снизу. Гантельки на торцах становятся на бедра. Таким образом, мы, стартуя, подрезаем переднюю часть, где у нас соединяется передний пучок дельтовидной и средний. Благодаря тому, что гантели торцами становятся на бедра, мы не даем размаха, то есть стартуем как бы с мертвой точки. Предварительно утомляем вот эту всю часть, разогреваем сустав и осуществляем колоссальный налив. И вторая часть нашей связки — это жим штанги из-за головы. Многие считают это упражнение опасным, ошибочно, хотя это просто изолированная работа. Мы не подключаем или изолируем переднюю дельту от грудного массива. Выполняя жим штанги из-за головы, мы максимально растягиваем тот пучок, который только что утомили гантелями. Вес, соответственно, берется меньше, ширина хвата подбираете под себя. На картинке может показаться, что Андрею некомфортно. Да, он у нас парень мясистый и зажатый, поэтому это упражнение для него дается тяжело. Но когда вы находитесь в период становления и наращивания ваших дельтовидных мышц, и гибкости у вас побольше, чем у Андрея, к сожалению, эта связка имеет место быть. Она многим заходит, как мы проверяли на наших подопечных, на ребят с меньшей мышечной массой, и имеет свой позитивный эффект, несмотря на стереотипы, а именно жим из-за головы. Следующее упражнение достаточно противоречивое в арсенале многих спортсменов. Можно назвать его как концентрированный подъем с гантелью в сторону, так и изолированный. Изолированный выполняется с упором плечом, допустим, в нашем случае на раму. Некоторые делают его на скамье, тоже лежа. И от бедра гантелька идет вверх. Значит, в чем особенность, фишка этого упражнения? То есть, выполняя подъем из мертвой точки, стартуя вернее, мы хорошенечко подрезаем среднюю дельту, так как у нас нет размаха и приходится именно включаться в момент старта. Поэтому смысла поднимать высоко гантельку абсолютно нет. Максимум до параллели. Локоть выводим в зависимости от вашей антропометрии. Кто-то чуть-чуть вперед, кто-то чуть-чуть назад. Вот. Акцент делается на локоть. Ни в коем случае не на саму гантель, не задираем ее. И выполняется, так как вес небольшой, от 12 до 15, даже можно и больше повторений. Смотрим.
Выполнив таким образом 10-15 повторений, мы рекомендуем сделать вам небольшую паузу, отдышаться и сконцентрироваться для выполнения такого же упражнения второй рукой. Также желательно начинать выполнять его с более слабой руки. В моем случае это с левой, то есть я делаю слабую руку и потом более сильной подстраиваюсь под более слабую, чтобы не избежать диспропорции. Вторая вариация подобного упражнения – это концентрированные подъемы. Выполняется она на вытянутой руке, изолируем корпус. И вот здесь очень часто встречается ошибка, на наш взгляд, очень распространенная и неоправданная. Так же, как и в предыдущем, в изолированном варианте, люди поднимают руку невысоко. Хотя это абсолютно неоправданно. Снизу у вас нет никакого напряжения, и только вы доводите до пикового сокращения, вы бросаете руку, прекращаете делать движение. Хотя именно в таком положении корпуса ваша нагрузка сохраняется до гораздо большего положения. Обратите внимание, линия тела и линия руки выходит в одном уровне. И даже если я подниму руку повыше, выше горизонта, вот как раз в этом верхнем положении и будет пиковое сокращение. Благодаря такой технике и будет акцент весь распространен не на нижнюю часть, а на верхнее прикрепление дельтовидной мышцы, то есть где она крепится больше к плечу. Благодаря такому же наклону снизу небольшой разгончик допустим, но вот движение вниз должно быть полностью подконтрольно. Растянули, немножко забросили вверх и подконтрольно опустили. В уровень корпуса вывели и подконтрольно опустили. Значит, друзья, эти два варианта можно выполнять как в одну тренировку, так и чередовать между тренировками. Допустим, одну тренировочку вы проработали изолированно, подрезали низ, ну или в зависимости от того, что вам больше надо именно для ваших дельт. Другую тренировку можно проработать амплитуду с использованием верхнего прикрепления. Можно же, кто работает на сушку или кто работает в предсоревновательный период, использовать и те техники, накладывать две амплитуды, это уже как вашей душе угодно. Как мы сказали ранее, каждую из этих связок можно вставлять отдельно, взять на вооружение, так и использовать в комплексе вашей тренировки на дельтовидную мышцу. Следующая, третья связочка в нашей программе – это подъемы гантелей в стороны. Исходное положение мы их держим перед собой, давая тем самым большую растяжку передней и задней дельте. И обратите внимание, в передней части мы сводим не просто гантели, а сводим локти перед собой. Хорошо подключаем заднюю дельту. Вторая часть этой связки – протяжка или тяга штанги перед собой широким хватом. Чем шире хват, тем меньше амплитуда, меньше поднимаем. Благодаря такому хвату задействуем среднюю дельту и цепляем достаточно неплохо заднюю дельту. Веса очень умеренные, делаем медленно. Второй подход. Выполняем также подъемы гантелей, задействуем среднюю и заднюю дельту, сводим локти и на локте делаем акцент. А вторая часть упражнения состоит также из протяжки, но берем мы уже не широким, а средним хватом, то есть смещаем акценты ближе к средней и уже немножечко к передней дельте. Саму штангу, несмотря на распространенное название тяга штанги к подбородку, мы не тянем к подбородку, она доходит максимум до солнечного сплетения, а вот локти стремятся немного выйти вперед и ограничить работу бицепсов. И третий подход. Мы смещаем акценты, продолжаем. Андрей за счет угла наклона переносит нагрузку на среднюю и заднюю дельту.
Наклон не нужно делать радикально глубокий. Главное, чтобы вы чувствовали, благодаря сведенным локтям, как вы растягиваете задний пучок дельтовидной. Отлично. Подключаем средний. А вот штангой мы зацепим средний и передний пучки. Поэтому беремся максимально узко, но чтобы вам было удобно при этом. Перед собой. Если есть возможность, гриф отставляем немножечко вперед. Отлично. Да, трапециевидная будет задействоваться, но плечо получит свою нагрузку. Благодаря такому смене подходов, смене хватов и смене наклонов вы полностью проработаете средний, передний и задний пучок дельтовидной мышцы. И еще одна бомбосвязка в нашей программе. Конечно же, жим гантелей сидя. Это одно из основных, наверное, одно из лучших, можно сказать, базовых упражнений для дельтовидных мышц. Каждая рука работает независимо. Угол наклона скамьи подбирается индивидуально каждому спортсмену под себя, под свое удобство. И дополнять эту связку будем с помощью задней дельты. После того, как вы выполнили жим гантелей, мы добавляем заднюю дельту. Но обратите внимание, я пытаюсь выполнить это все в максимально простой траектории. Я не вывожу локти никуда отдельно. Я не делаю каких-то огромных рычагов. Простое движение. Да, за счет даже спины возможно. Но в чем преимущество именно такой примитивной техники? Во-первых, спортсмен под конец тренировки уставший, особенно начинающий или не имеющий огромного опыта, уже не может сконцентрироваться, например, на доведении с локтями. Это способен сделать более опытный спортсмен. Либо же человек, который сильно устал, точно так же тяжело. И мы берем простую траекторию, в простонародье называем ее лыжи, и с помощью спины отлично догружаем заднюю дельту. В итоге получаем налив переднего пучка, заднего пучка при примитивно простой технике, просто используя угол наклона, смещаем эти акценты и закачиваем плечо полностью, обеспечивая максимальный налив. Итак, друзья, мы надеемся, что вам зайдет эта тренировка на дельтовидные мышцы. Спасибо клубу Orange за предоставленную возможность показать вам эту тренировочку. Надеемся, вам все понравилось и все было понятно. Если нет, задавайте вопросы, присылайте ответы. Константин Придьма, Андрей Шарапов и оператор Дмитрий Журавель. До новых встреч! Masters of Body с вами. Всегда с вами.